даже не то, что он врет сознательно, он просто роли исполняет. То есть Зеленский это исполнитель ролей, которые ему пишут. Ну, хороший исполнитель, но даже, как Шариков говорил, мы университетов не заканчивали. Да? Так вот он тоже ничего не заканчивал театрального. Там где-то как-то, где его папа завкафедрой в Кривом Роге, а друг папы мэр Кривого Рога теперь, когда целая там группа людей вместе с бывшим мэром повесились и там прочее покончили жизнь самоубийством. Вот, и получается, что Зеленский там вроде как учился на юрфаке языку. Ну, это модно, юрфак все. Куда ни плюнь, в юриста попадешь. И вот типа, а потом стал вот развлекаться в КВНах там и прочее. И так развлекался, и потихоньку дали ему ресурс, и создали они вот это вот шоу под названием «Криворожский 95-й квартал». Потом Криворожский типа не стало, ну то есть жили они в этом, живут квартале, потому как Кривой Рог это такой город интересный, вы знаете его, он просто растянутый, как длинная кишка такая. То есть он идет вдоль, а за ним идут вот эти страшные карьеры, выработки, открытая добыча там полезных так называемых руд ископаемых. Город практически, это длина города, там уже скоро будет километров 150, если что, поправьте меня. То есть город, по сути, это не непридатний до життя, такий створений штучний організм, в якому люди не повинні жити, тому що там умов для якісного життя, я вважаю, практично не існує. Ну, люди живут, и очень много, сотни тысяч привыкли, в шахтах работают, дышат этими всеми, так сказать, испарениями и прочим. Вот в этом городе и был так, появился на свет Зеленский, Зеленская и так далее. И так далее. Вот. Папа по 5-й статье даже сумел, которую имел в Советском Союзе, даже сумел побывать несколько раз в Монголии. И туда же Зеленского тоже возил, да, в Монголию. Там известно, что там это типа буддисты, типа монастыри, типа там всякие шамбалы и прочие, так сказать, разные сообщества. Ну, ясно, шаманы там тоже в большом объеме. Там они, так сказать, занимаются разными обрядами, процедурами по улучшению здоровья, особенно в коммунистические времена, когда приезжали разные туда люди из Советского Союза и прочее, прочее. Наверное, Зеленский тоже прошел эту какую-то процедуру, потому как, видно, очень был мальчиком не совсем таким, скажем, который мог бы выдержать тяжелые жизненные испытания. Да? Вот Королевская когда-то рассказывала, что она очень любила, ее папа тоже на Новой Земле работал, там в шахтах уголь добывал. Она любила смотреть, что там у людей, мужчин в карманах, и всегда там давали лазить по карманам. Ну, что там Зеленскому давали, мы не знаем, но у них вот судьба такая интересная у всех. Вот такая у него как бы получается начальная фаза его развития. И сегодня вот человек абсолютно без знаний, без опыта, без театрального образования, это ему, без него, ему не помешало это создать вот такое феерическое богемно-театральное шоу, специально для карнавального общества, хлеба и зрелищ и прочее. Очень много, что он и в Российской Федерации выступал, и снимался, и на огоньках, и на разных тусовках, и принимал участие в разных закрытых группах, видимо, и для разных генералов КГБ в том числе, и других представителей разных золотых миллиардов. Вот, и не раз исполнял на бис, видимо, вот этот номер члена для пианистов. Может, даже вместе с Путиным. Путин на одной части рояля, а они с Кошевым на другой части рояля.
Ну и прославился так. Ясно, что его записывали, и КГБ записывало, и другие записывали. Ясно, что он в разработке был. И он, и жена его, и и эти всякие там шефиры, и другие товарищи. Вот, так что это все находится в полном объеме. Файлы про всю жизнедеятельность Зеленского, они имеются у Путина. Я думаю, что он их сейчас не раз переглядывает у себя там в бункере и думает, что ж ему делать. Когда он может это все, я вам уже говорил, обнародовать. Вот, что такое дело. А вдруг возьмет, да и обнародует, что тогда будет. Но он к чему-то готовится. Зеленский тоже готовится, сказал, что Путина, он не знает, что это уже Путин или не Путин, типа Путина уже нет, поэтому даже если что-то и опубликуют, то это непонятно вообще, кто опубликовал. Если Путин не живой и его нет, то да, и то, что опубликуют, тоже не живое и неправильное. То есть Зеленскому сказали, ты готовься на упреждение бить, потому что, видно, Путин и Патрушев и все остальные уже созрели, ты их уже достал. Вот такая у меня есть по этому поводу сентенция. Ну и смотрите, что как бы в этой связи получается. То есть вот этот конфликт, он разрастается между Зеленским и Путиным, и он становится уже полностью антагонистическим. И Путин готов нанести уже какой-то удар по чете Зеленских, не только по нему, но и по его жене, поскольку она постоянно ездит за границу, вот ездила даже в Великобританию с этим, так сказать, Карлом или как там им встречалась, и даже входили они в какую-то католическую церковь украинскую, то есть как бы уже она тоже у них на прицеле стоит, у путинской бригады. И тут вдруг, после того, как Байден сказал, что даст 31 танк, что 31, а не 301, или не 701, или не 501, непонятно, ну вроде как 31, то выступил Трамп, который неоднократно критиковал действия Байдена и его администрации. И он заявил в октябре еще, что риторика, тогда он говорил в октябре 22-го, что именно риторика американского правительства вынудила Путина начать спецоперацию. И вот, собственно, он ей говорил, что если бы он был президентом, то ясно, что не было бы войны. И накануне 25 января США объявили о передаче Украине 31 танка М1 «Абрамс». Это где-то один танковый украинский батальон. Ну и, соответственно, тогда отдает танки и Украине «Леопарды». Так вот, в связи с этим, что заявил Трамп? Он заявил в своей сети: сначала танки, потом будут ядерные бомбы. Завершите эту безумную войну. Сейчас же. Это так просто. Я думаю, это очень серьезно. И это означает, что Трамп же имеет соответствующие материалы разные, правильно? И практически он предупреждает о каких-то очень важных, так сказать, последствиях этого шага. И практически он говорит о том, что вот, собственно, очень важно, что надо ее остановить, эту войну, немедленно. И сказал, что это просто сделать. Мы не знаем, просто, не просто, пока, как говорится, ничего ни у Байдена, ни у европейских лидеров стран разных, тем более у Украины и у Зеленского, просто не получается. А наоборот, она все более разрастается. И потери, которые скрываются сегодня Зеленским и Залужным и другими руководителями, Шмигалями, Резниковыми, министра обороны и прочими, они свидетельствуют, что эти потери огромные уже для Украины. И уже полностью, так сказать, ушедшими в мир иной и ранеными.
То есть это, я так понимаю, что это уже где-то, наверное, 150 тысяч всех вместе. Особенно в связи с тяжелейшими боями в районе Солидара, Соли, Бахмута, теперь Угледара, Запорожья и так далее. Но данные скрываются, это незаконно, это антиконституционно, и те, которые их скрывают, вы будете за это отвечать рано или поздно. Все равно режим сменится. В Украине по-другому не бывает, но не будет. Поэтому вполне возможно, что еще придется Зеленский, если будешь так шмигалем вот это вести себя, Резняков, то еще будете иметь большие проблемы. Ермак никуда не удерет. Ермаку надо почитать биографию Бронштейна-Троцкого. Я думаю, что вот он очень как-то сейчас как-то резонирует вот с Троцким. Вот у меня такие, как бы вот я смотрю на него, изучаю, читаю, и вот такие какие-то идут эманации, что он все более приближается к планиде Бронштейна-Троцкого. Может, я ошибаюсь, я очень хочу, конечно, ошибиться, но у меня такой есть какой-то вот такой, ну вот как министр внутренних дел был, да, Монастырский, вместе с руководством, Енинами, там, секретарем своим ГОС и прочими людьми, а уже его нету, то есть его же кто-то устранил, правильно? Есть такая модель, то есть уже говорят, ошибка пилота, как же может такой опытный пилот и какую-то ошибку сделать, да, если он сделал, это я помню, когда я еще давным-давно был, потом от Кучмы ушел, опять мы там были, немножко работали там возле Кравчука, вот, и там очень интересные были такие у меня люди, контакты разные, и вот мы там обсуждали такую тему еще тогда, это 90, там, какой год, боже мой, наверное, 90 где-то третий, вот, да, третий, еще я не был первым замдиректора у Пахомова в Институте мировой экономики и международных отношений по научной работе. Так вот, тогда говорили, что есть вот эти психогенераторы, которые очень легко направляются на человека или на где бы он находился, и он начинает, просто его вырубает, и все. И происходят какие-то трагические события. Вот я такое впечатление, что такое было что-то использовано. Ясно, что Монастырский, особенно в свете его переписки с Даниловым, которую тот немножко обнародовал, ясно, что у Монастырского были какие-то данные. Ясно, что он бежал, и бежал, остановка была в Полтаве. Вот, и вдруг что-то произошло, то есть была какая-то угроза, были какие-то предупреждения, но это все скрывается, да? Ну и в связи с этим очень важно понимать, что ситуация, она практически выходит уже из-под контроля. И создана специальная группа такая в Соединенных Штатах, Министерством обороны, совместная, межведомственная. Министерство обороны, Госдеп и ЮС создали такую группу, куда входят в том числе следователи по уголовным делам. Одна ее штаб-квартира в США, другая в Германии. Они будут расследовать полностью всю использование и передачу всех денег, техники и прочих материалов, любых и товаров с США в Украину. Нуланд заявила о том, что создается аудиторская группа двух международных юридических компаний. То есть начнут, видимо, проверять соответствующие траты Министерства обороны. То есть за Зеленского взялись конкретно. И за его окружение Ермака, Таранова, Резнякова, ну и всех прочих. За Шмигаля, конечно. И у Зеленского вот эти уже фокусы, которые он делал, там сальто-мортале, перекидачки эти, как он, артист, это делает, они разыгрывают то водевиль, то фарс, то триллер, то трагедию. Ну, по сути, это так очень похоже то, что сейчас происходит в Украине, вот этот фильм, как он там называется, «Игра престолов», да, или как? Вот фактически все время меняются эти фигуры, герои, роли, сцены, события и так далее. Это такой калейдоскоп, карусель закручивается, чтобы люди не понимали, что происходит. Чтобы отвлечь от коррупции, от взяточничества, от хищений в Министерстве обороны,
в других органах. Сейчас переключили что на фронт, что сдача Солидара, потеря, захват Солидара, Соли, окружение идет в этой Кощеевке, Клещеевке, Бахмута, наступление на Угледар, прорыв может быть Запорожского фронта, переход в наступление на Купянск московских сил. То есть мы видим с вами чехарду такую, игру специальную, которую делают люди этого Зеленского. Там вот Житков, ну то есть у них много людей, которые пишут разные сценарии, разные такие каламбуры, там разные пассажи и прочие всякие такие розыгрыши. Ну, для них это розыгрыши, а для десятков миллионов украинцев это трагедия. Но украинцы сами это хотели получить, сами на это согласились, сами стали участниками этого Зеленского шоу, этого зелено-желтого тумана. Вот, поэтому, ну что тут сделаешь? Тут, как говорится, Арахна работает по полной программе. Читали, ведьма такая была, да? В волшебной стране. Вот и Украина такая своеобразная волшебная страна с мигунами и прочими там, так сказать, деятелями. Вот, иначе не объяснишь. Потому что у большинства населения Украины, у молодежи особенно, так называемый карнавальный ум. Ну не ум, а остатки ума. Они живут просто такой, на уровне такой какой-то жвачки, состоящей из джаза, канкана, салютов, водевилев, развлечений. Вот это вот все такое. И молодежи это очень нравится. Она довольна такой жизнью, ей это все очень как бы подходит, и они радуются этому. Ну, такой уровень, знаете, ну что сделаешь. Как говорят, что человек, типа Дарвин говорил, произошел от обезьяны. Ну вот, кто-то думает, что в самом деле это обезьяны. А такое дело, сначала типа от обезьяны к человеку, потом от человека к обезьяне возвращается. Ну, что, процесс такой, да. Вот такой бы я вам материальчик сделал, поэтому что надо ждать? То есть, фактически Нуланд сказала, что они готовы снять санкции с РФ, если они типа начнут какие-то переговоры и освободят территорию. Ну, территории украинские они, ясно, не освободят, а вот прекращение огня может быть. Потому что Запад очень уже имеет большие опасения и возникли у него серьезные подозрения по поводу полного коррумпирования Зеленского, Ермака, Шмигаля, Резнякова и прочих членов их команды, что оно все прогнившее и просто, так сказать, Запад просто дурят, чтобы он давал все время деньги, а разговоры Зеленского про Путина, про Россию, это просто для отвлечения, чтобы еще получать больше денег. Ну и не дай бог это все сейчас начнет подтверждаться, то, конечно, ситуация будет очень плачевная для нынешней власти и тех всех людишек, которых он расставил на полевые обладминистрации. Это все незаконно. В парламентско-президентской стране это все незаконно. Это все узурпация называется, нарушение Конституции. За это надо будет отвечать. Поражение в правах мужского населения, концлагерь, нельзя выезжать с Украины. То есть это очень, очень все опасные вещи. И, видимо, это уже лавочка, шарманка, вот эта, она уже близится, добегая к конца. И будут очень серьезные последствия для всех, кто эту, так сказать, вот эту карусель кровавую выстроил и кто ее все время питает и поддерживает.